Thank you very much for coming, and it's very nice to be here. As Lynn said, it's my first visit to Russia, so I'm very excited to be here. Добрый день, господа. Он очень рад быть здесь, как было сказано. Это первый визит его в России, и он очень рад быть перед этой аудиторией. So, first of all, I wanted to tell you a little bit about Progress. I know some of you are new to the company, you're not current customers or partners. And then I wanted to go on to tell you, give you an insight into some of our thinking around our products, our strategy, some of the forces in the market which are driving that. And then I'll tell you a bit about what, give you an overview of, from a product point of view, what we offer in terms of our responsive process management and responsive business integration suite. Господин Giles Nelson хотел бы сначала рассказать немного о компании Презентация, а затем рассказать, собственно, о современных тенденциях развития бизнеса, требований, которые сейчас появляются к нему. И вот здесь на поверхность выходит слово responsive business, добавляю от себя, которое на русский язык. Это можно, знаете, такие вот с опросниками просить, кто как понимает лучший перевод, смогут найти быстро реагирующий бизнес на быстро меняющиеся условия. Он хочет и хотел бы рассказать об этих тенденциях, показать, как сейчас развиваются, меняются требования бизнеса, как соответствующим образом меняются технологии и какие предложения есть в компании Презентация для выполнения этих требований. So, Progress's mission statement is this above. And we started talking about this concept of operational responsiveness a little while ago. I'm not going to read that off. I'm hoping you can, see what you can. This is our mission. You can see that we have a lot of customers in about 180 countries worldwide, and our ecosystem of partner and customer applications in terms of dollar amount is worth several billion. So we're in an awful lot of different verticals and business applications worldwide. Вот этот слайд по компании Progress. Вы видите, миссия Progress, о которой он хотел бы дальше говорить, потому что можно перевести. Миссия звучит следующим образом, она написана сверху, что компания Progress позволяет предприятиям достигать более высокого уровня эффективности бизнеса. И Progress называет этот более высокий уровень эффективности операционной способностью к операционному реагированию, то есть быть способным откликаться оперативно на изменяющиеся условия и взаимодействия с клиентами по мере того, как они происходят в режиме близкого к реальному времени. А компания расположена в Бэдфорде, компания имеет более 1700 человек. И компания за годы своего существования создала экосистему из партнеров и клиентов. У меня некоторые цифры вы здесь видите. So these are some of our customers worldwide. You can see the verticals there. These are just some of the examples of both direct but also partner companies that we're working with. Если говорить о вертикальных рынках, на которых работает компания Презентация, то вот на этом слайде вы видите 6 основных направлений работы и представлены именно известных компаний. Некоторые из них являются прямыми клиентами компании Презентация, некоторые из них являются клиентами партнеров компании Презентация. Okay, so that's a bit about Progress, but I wanted now to start with a bit of a story from me. Now, the mobile telephone industry, I think we'll probably all have one,
we have quite an advanced one today, but is an industry which has obtained over the last few years enormous success worldwide. We just go through some statistics here. 5.3 billion mobile phone subscriptions. Now there's more than 76% of the world's population has a mobile phone. Несмотря вот хотел закончить, и он уже закончил с рассказом компании Software корпорации. Я хотел немного рассказать об истории где-нибудь. Во всяком случае, это уже история о таких вещах, как мобильная связь. За последние годы эта индустрия претерпела колоссальное развитие и достигла большого успеха в проникновении. На сегодняшний день 5,7 миллиарда подписчиков существует в мобильной связи. 76% населения земного шара использует технологии мобильной связи. Эти 3 миллиарда. And if you look at the growth in mobile phone subscriptions over the last 20 years or so, it's been about a 500-fold increase. Если вы посмотрите, какой был рост, это 500-кратное увеличение количества пользователей мобильной связи за последние 20 лет. So a very successful industry, but it has its problems. It is moving, the mobile telephone industry is moving towards becoming a simple utility. Но в связи с этим развитием возникает и следующая проблема. Развитие и проникновение мобильной связи ведет к тому, что мобильные телефоны становятся то, что называется utility, товар повседневного спроса. I'm sure you all here have a smartphone of some description, whether it be Nokia, a BlackBerry, an iPhone, etc. And we are now more loyal to our phones than we are to our networks. Он абсолютно уверен, что в аудитории есть пользователи смартфона, будь это Nokia, будь это iPhone, будь это какой-то другой производитель. И ситуация выглядит следующим, что так как это товар повседневного спроса, то мы оказываемся более лояльными к модели телефона и абсолютно безразличными к сети, в которой он обслуживается. So one telco wanted to do something about this, wanted to increase the quality of their relationships with their end users. И вот он хочет рассказать о телекоммуникационной компании, которая, учитывая вот эти реалии, хочет улучшить качество обслуживания и взаимоотношения со своими клиентами. Now they did this by analysing customer data. Now every telecommunications firm does this. They get information from the past, from people's usage, about the way people are using the network, and then they decide what perhaps they can upsell you. So they might send you offers out, perhaps by email, perhaps by post, but often these offers will arrive 2 weeks or a month later from perhaps the telecommunications firm doing the analysis on their data. И вот эта компания, условная компания телекоммуникационная, которая хочет улучшить взаимоотношения со своими клиентами, как и все другие телекоммуникационные компании, она должна изучать этого клиента, она должна изучать его взаимодействие со своей компанией, как он делал, какие продукты покупал, что он предпочитал, и делать это за определенный период времени. Но проблема возникает в следующем, что на основе вот этого анализа поведения вот этого клиента, да, подписчика мобильной связи у соответствующего оператора, она высылает ему предложение соответствующее, связанное с расширением какого-то плана, подписки, еще что-то такое. Но делает она это через неделю, через 2, через несколько дней. So
when you receive the offer, perhaps it's telling you that, or perhaps the offer is based upon the fact that in the last month you went over the number of minutes included in your price plan. Perhaps the telco is sending you an offer to upgrade that. Or perhaps it's offering you a package of international calls because you've been phoning internationally frequently over the last month. But when you receive this, if you ever open the envelope before it goes in the bin, the offer will be out of context. It will be often too late, too separated from the activity that led the telco to actually send it to you. И продолжение этого, например, может быть, компания, анализирует данные по какому-то клиенту по вам, обнаруживает, что вы в прошлом году превзошли свой баланс. Да? Она в следующем месяце, не году, а месяце, в следующем месяце может прислать вам предложение коммерческое, что, а может быть, вы интересуетесь переходом на более расширенный план, план, где вы не будете превышать этот порог, или наоборот предложить вам специальный пакет, связанный со звонками за границу, если вы много звонили за прошедший период. Но проблема здесь состоит в том, что в тот момент, когда вы открыли конверт, и до того момента, пока вы выбросили мусорную корзину, да, вы читаете предложение, вы читаете его, когда оно уже вышло из контекста вашего непосредственного взаимодействия с компанией. So what this telco wanted to do was become a lot more responsive in the way that it dealt with its customer behaviour. So as, for example, this lady perhaps makes her phone call, she goes over the number of minutes within her price plan. This telco was able to send an SMS with an offer for her to upgrade her price plan within seconds of her putting the phone down. So the offer was more directly related to her behavior which led to that offer being sent. И вот, собственно, вот эта запоздалая реакция, да, о которой только что говорилось, она может проиллюстрирована быть обратным примером того, как компании хотят работать с клиентом, способна значительно быстрее реагировать на их поведение, общаясь, пользуясь услугами этой компании. Вот эта женщина молодая, которая везет коляску, в случае приближения к порогу отключения, да, компания телекоммуникационная хотела бы послать ей информацию о возможности апгрейда и перехода на другой план непосредственно через несколько секунд после того, как она закончит разговаривать в текущем соединении. И вот это стремятся достичь современные телекоммуникационные компании. Okay. So, my argument is that responsiveness is a necessity, not just a nice to have. And in that telco example, by becoming more responsive to the way that their customers were using their network, that telco got a 10 times positive response rate than they did before by using the batch-orientated way of communicating with their customers. 10 times the effect. A fantastic result. И одна из причин, на самом деле, которая подвигает телекоммуникационные компании двигаться в направлении от этой responsiveness, да, способности быстро реагировать, немедленно реагировать на поведение клиента, она в достаточно простой вещи кроется. Дело в том, что своевременно предоставленное предложение, некий офферинг клиенту, именно в тот момент, когда он ему нужен, ведет к тому, что коэффициент отклика положительного в 10 раз выше по сравнению с традиционными отправками предложения, о которых говорилось чуть раньше, некое предложение, сформулированное на основании данных традиционных в течение месяца. So I think there are three things which are, among others, which are driving this need for responsiveness. And I'm just going to illustrate some things which perhaps you know about already, but perhaps we take for granted. So those are people's expectations, I think, have risen
the increase in information, and also then the constant change which is going on all around us. Я хотел бы остановиться на том, что является на самом деле движущими силами. Три фактора, которые определяют потребность такого рода взаимодействия. Первое – это ожидание людей в самой что ни на есть свежей непосредственной информации. Okay, so we all live in a world where we expect. Я просто хотел бы вот слайд такой, то есть это ожидание людей, да, является движущей силой в направлении развития вот этого responsiveness, да, эффективности. Это огромный объем информации, нарастание информации, взрывоподобное и постоянные изменения внешней среды. So we all live, I think, in an era of now, where we expect information to be delivered to us immediately. Мы живем в эпоху, как говорится, сейчас, now, то есть мы ожидаем, что информация будет предоставлена нам немедленно. Это ожидание наше. And a very good example of this, think for a moment about online retailing. When we use an online retailer, we expect to have full visibility into that process. Ну, одним из примеров этого является торговля через интернет. Когда мы покупаем что-то через интернет, наше требование стоит в том, что мы должны немедленно сейчас, вообще говоря, видеть весь процесс, связанный с покупкой в интернете. We expect to be able to view prices, the inventory of goods. We expect to be able to order immediately. We expect to be able to follow the delivery of our item. So this gentleman is also expecting information immediately. Когда речь идет о покупке, вот это живой и яркий пример. Мы ожидаем видеть цены, наличие товара. Мы хотим иметь возможность немедленно заказать его. То есть вот, собственно, весь процесс, и мы хотим иметь возможность отслеживать доставку, исполнение заказа и доставку товара. So for these online retailers, they cannot hide. Their processes are completely visible to their customers. И вот для тех, кто занимается торговлей через интернет, они эту информацию по определению не могут скрывать от своих заказчиков. То есть она является открытой, это является требованием их бизнеса. So if anything goes wrong with that process, if we're not able to access the price or understand whether that there is the good for sale or understand when it's going to be delivered, we go somewhere else immediately. We do not have the patience that perhaps we did 5-10 years ago. И проблема состоит в том, что сегодня требование этой информации, оно немедленное. Больше нет у клиента терпения такого, как у него было 5-10 лет назад. Если мы не получаем информацию, не можем получить информацию в условиях доставки, разместить заказ немедленно, мы пойдем на другой сайт и произведем покупку там. So responsiveness for those online retailers is absolutely critical. Our expectations as consumers have risen so much that we are not prepared to deal with anything going wrong in that process. We're not prepared to wait for any of that information at all. И вот, собственно, требовательность в индустрии потребительской, да, у потребителя настолько возросла за последние годы, что мы, как потребители, мы абсолютно не готовы к ситуации, когда что-то идет не так, когда информация какая-то с торгового сайта для нас недоступна. So we expect to have full visibility and control over online retailing, but those expectations then start presenting themselves into every environment that we start working within.
in our own businesses, we expect information to be available immediately. And when it is not, we get frustrated. И вот два основных фактора, о которых здесь все речь, это видимость или обзорность, то есть я хочу видеть весь процесс, что происходит, как уже говорилось, цены, наличие, заказ и так далее. И второе, это иметь возможность контролировать, управлять этим процессом. И вот это создает вот эти ожидания, да, которые есть у потребителя, они создают определенную среду, которая и ведет к формированию требований респонсив, быстро реагирующегося, быстро меняющегося бизнеса и систем, которые его поддерживают. So that's one reason why responsiveness is very important. Another is the continuing explosion in the amount of information that is available. The explosion in information. И вторым фактором, о котором я уже говорил, это увеличение информации. Фактор, который влияет на формирование этих требований, это взрывообразный рост информации. And to give you some examples of this, Walmart, the world's biggest retailer, are now dealing with 1 million transactions per hour. Небольшой пример относительно этого второго фактора, взрывоподобное количество информации, с которой нам приходится иметь дело. Пример крупнейшего ритейлера компании Walmart. Они обрабатывают более 1 миллиарда транзакций в час, в течение часа. Facebook are managing 50 billion photos. That's about 7 or 8 for every person on the planet. В Фейсбуке хранится 50 миллиардов фотографий. Это порядка 70 на каждого зарегистрированного клиента Фейсбука. Или 8 на каждого жителя нашей планеты. And the Microsoft flight price predictor now takes into account 225 billion items of information. Система или приложение компании Microsoft Flight Price Predictor, оно в своих расчетах использует 225 миллиардов единиц информации. So there's an awful lot of information and there's an awful lot of growth. This is a slide from Ericsson. You may have heard the phrase, the Internet of Things. Но это не только большой информации, это также и о чудовищном росте скорости увеличения этих объемов. Этот слайд взят с презентации компании Ericsson. So this is where we are about now. So those 5.3 billion mobile phone subscriptions. It's been over the last few years about connecting people together. But Ericsson are predicting by 2025 that it's going to be about connecting things together. Now your car, ATMs, electricity networks, all sorts of sensors in all sorts of places on the internet, communicating with one another, and that will dwarf the amount of communication that goes on currently. They are predicting 50 billion of these sensors by 2025. Вот на самом деле вот этот слайд демонстрирует, что сейчас вот существует 5,3 миллиарда подписчиков мобильных устройств. Да? Вот эта точка изгиба inflection point, это точка перепада. Но компания Ericsson предсказывает, что к 2025 году, когда между собой будут соединяться самые разнообразные устройства мобильные, будь это автомобили, бытовая техника и так далее и тому подобное, количество подписчиков, связанных между собой, достигнет 25 миллиардов в 2025 году. Это о росте информации. You said 50 or 25? 50. 2025.
50 миллиардов, то есть 10-кратный рост изначальный. So we're producing information faster, but we're also consuming it faster as well. Take the growing area of location-based services. So some of these are available now, for example, as you pass perhaps your favourite coffee outlet. Perhaps you'll be sent a voucher saying, come in and you will get a 10% off or 20% off a drink if you come in within the next 5 minutes. Но растет не только количество информации, растет и потребление этой информации. Одно из таких интересных направлений, я от себя добавлю, он расскажет о опыте компании Dr. В интеграционной сессии, это так называемые геолокационные сервисы маркетинговые, которые применяются сейчас телекоммуникационными компаниями, суть которых состоит в том, что вы проходите, как он сказал, мимо какого-то кафетерия и будучи подписчиком на специальный сервис, и если компания, собственно, тоже подписалась с провайдером, оператором телефонной связи, что она такого рода маркетинг будет присылать, то человек получит смс-сообщение, зайти в данном случае в этот кафетерий и получить 10% скидку, получить ваучер. И эта 10% скидка будет действовать в течение 5 минут с момента, когда он получил это предложение, и он находится поблизости к, собственно, той точке, где ему эту услугу могут оказать. And if you look at something like trading, where tens, hundreds of millions of individual orders and trades are tracked using algorithmic trading every day. If you cannot react in milliseconds, you are not going to be competitive in many markets. Другой пример большого количества информации – это торговля акциями, ценными бумагами, сделками на бирже. Когда у вас десятки, сотни миллионов операций совершаются в единице времени, если вы не можете реагировать на них в течение миллисекунд, то вы абсолютно не конкурентоспособны на этом рынке. So another aspect of this is we have a lot of information, but how do we actually consume that and visualize it appropriately? Now, what is this a picture of? Well, it's actually the Andromeda Galaxy. При всей той информации мы должны понимать, а как нам ее визуализировать, как нам ее отобразить. Что вы видите на этой картинке? На самом деле это не просто черный слайд, а это вид невооруженным взглядом на галактику Андромеда. And if we look at it in the right way, we can see it. Но если мы будем использовать небольшой телескоп, то мы увидим. And of course, with a lot of information, if we're looking in too closely, we don't get to see the whole picture. I'm sure you can't guess what this is. It's actually a picture of the Simpsons. То же самое, если у нас слишком много информации, если мы смотрим это слишком короткого расстояния, близкого расстояния, то мы не можем понять, как на этом слайде предыдущем, а это, оказывается, Симпсоны. So you need the right information resolution. You need the right way of looking at data for different roles within your organization. If you're in sales, you need one way of looking at that data. If you're in customer services, another. If you're a business analyst, another. You might be using all the same information, but you need to visualize it in different ways. И это еще раз подтверждает, что вы должны находиться на правильном расстоянии для того, чтобы эту информацию понимать. У вас должно быть правильное разрешение, правильный фокус, в зависимости от того, какую роль вашей организации вы играете, для того, чтобы правильно воспринимать эту информацию и с ней работать. I call this information responsiveness. И он называет это информационная способность к быстрому реагированию. Now we know this guy. He used to talk about change a lot. Not a lot goes on really with that. But we do live in a world of great change. Technology change is
one of those, which has been very important. Historically, when we look at now the time it took to adopt technologies up to 150 million users, and you can see a whole set of examples on here, but the telephone took 89 years and Facebook 5 years. Increasingly, in a globalized, connected world, technologies come along which disrupt markets much more quickly than they used to. На самом деле вы видели фотографию Барака Обамы, вы знаете, это человек, который много говорит об изменениях, но немного, может быть, происходит. Тем не менее, один из важнейших факторов, который сегодня изменяет бизнес, является влияние технологий. Вот на этом слайде вы видите, насколько в течение какого времени та или иная технология получала 150 миллионов пользователей. Для телефонов это 89 лет, для телевизора 38 лет, для Фейсбука 5 лет. И, собственно, степень влияния технологии настолько быстро на глобализованном мире сегодня развивается, она серьезнейшим образом видоизменяет бизнес. Regulation is another thing which organizations have to cope with. If you can respond more quickly to that, if you can translate that regulation into the business rules that you need in order to implement it, you can be at an advantage compared to your competitors. Другой фактор, который влияет на ваш бизнес, это требования регулятора. И это точно так же, как с одной стороны требования ваших заказчиков, потребителей, клиентов и требования регулятора. Если вы можете достаточно быстро реагировать на них и видоизменять ваши системы, ваш бизнес, то вы получаете конкурентное преимущество. And to give you one example of the ever-increasing rates of regulation, so the US Constitution, including all amendments, was less than 3,000 words. Один пример. Американская конституция включает в себя все поправки, которые менее 3000 слов содержат. And European legislation on the sale of cabbages is 30,000 words. Вся американская конституция с поправкой менее 3000, а европейская, например, требования регуляторов, посвященные капусте, они представляют 30 тысяч слов. То есть общий объем этих требований. So these are some of the things which responsiveness requires. If you want to build a responsive business, if you want to build responsive applications for your customers that are flexible, consume data quickly, react quickly to what's going on, are adaptable in terms of being able to create and deploy new business rules. These are some of the things that you need to think about. Вот, собственно, если вы хотите построить быстро реагирующий бизнес, вы должны думать о таких вещах, которые здесь были упомянуты: способность быстро модифицировать процесс, визуализировать, управлять ими. Это вот те необходимые компоненты для того, чтобы эти требования, о которых мы говорили, можно было реализовывать и удовлетворять и строить конкретно. Okay, so that's a background to some of the forces that we as Progress are seeing in the market which are influencing our product strategy and our customers' strategies as well. Собственно, вот это те силы, которые мы видим присутствуют на рынке и которые заставляют нас, компанию Progress Software, соответствующим образом формулировать стратегические инициативы по развитию наших продуктов. So how do we build a responsive enterprise? Well, we think there are three elements to this. The first thing that you need is you need to have a constant view inside your business of the transactions that are flowing within it.
Когда мы говорим о построении быстро реагирующего бизнеса, мы говорим о трех основных компонентах. Первое – это возможность непрерывной и полной обзорности того, что происходит в вашем бизнесе. And you need to be able to sense and respond to what's happening around you. That could be events and information coming from externally, it could be news, it could be a stock market feed, but it could be things happening internally as well. So perhaps a new order of a high amount has been submitted by a customer. Вторым ключевым элементом концепции быстро реагирующего бизнеса является возможность ощущать некие события, изменения и способность отвлекаться на них очень быстро. Это могут быть в качестве примеров изменяющиеся котировки акций, обменные курсы, то есть это могут быть как внешние какие-то события, да, либо какие-то внутренние, идущие от вашей системы. Или это может быть, например, пример какого-то заказа, который выделяется своим объемом в большую сторону от традиционных заказов, потому требует от вашей организации, от вашего бизнеса соответствующие меры предпринимать по его приоритетному обслуживанию. And you need to improve your processes. You need to model them, you need to simulate, and when you understand how you want to change and optimize them, you need to be able to do that quickly. И последняя вещь Responsive Process Management, бизнес-менеджмента состоит в том, что вы должны иметь возможность улучшения этих бизнес-процессов, должны непрерывно их иметь возможность моделировать, симулировать, видеть узкие места, и как только вы это все сделали, вы должны иметь возможность непосредственно и быстро воплощать их в будущие бизнес-процессы. So, what are some of the things which business process management, BPM, has given us recently? Well, we can model processes, human interactions and system interactions with BPM. We can simulate how those processes work. And we can also identify bottlenecks in them, so we can optimize those processes. And we can adapt them as conditions change. И вот одна из основ для такого быстро реагирующего бизнеса, она поддерживается концепцией управления бизнес-процессом, где мы можем описывать бизнес-процессы с участием и без участия людей, моделировать их, симулировать, находить узкие места. But business is often event-driven. You can have streams of information coming into your organization, or perhaps originating from within your organization. Perhaps they're customer orders, perhaps it's news, perhaps it's other streams of data that you need to be able to respond to quickly. Но то, о чем мы говорим, о системе управления бизнес-процессами, которая основные принципы были упомянуты ранее, она всем хороша, но реальный бизнес зачастую реагирует на внешние события, не только внешние, на события. Это могут быть какие-то новости, это может быть какой-то новый заказ, это может быть сочетание каких-то внешних воздействий, что угодно. И предусмотреть это на этапе проектирования достаточно сложно. And so sensing and responding to that information, but you also need to visualize it as well. So you need to be able to visualize that appropriately. Recall the information resolution that I talked about. Whether that be graphical, textual, etc., you need that rich environment to be able to present it and then drill down and examine that data appropriately. Но для того, чтобы иметь возможность на основании вот этих событий быстро реагировать, принимать какие-то решения, управляющие воздействия, как уже говорилось, необходимо иметь правильное разрешение для этой информации. И это должны быть какие-то средства, позволяющие визуализировать
принимать решения. And this is what responsive process management, RPM from Progress, can give you. A complete environment for understanding the transaction flows within your business, sensing and responding to events, being able to simulate and improve processes, and being able to visualize and control all of this through what we call a control tower. И вот это то, что решение Responsive Process Management компании Progress Software может непосредственно дать вам, предоставляя возможности получить обзорность, видимость того, что происходит в ваших бизнес-процессах, предоставить возможности и ручной, и автоматической реакции на исключительные вот эти ситуации. И все это дает тот продукт, который входит в состав RPM, так называемая Progress Control Tower. Control Tower — это такой авиационный термин или аэропортовый термин, предполагающий вот эту диспетчерскую, диспетчерскую центр. So let's have a look at the elements that are contained within responsive process management. So, of course, we have our enterprise, our existing enterprise environment here, all sorts of different technologies that you have amassed over the years. Давайте посмотрим, что из себя представляют компоненты RPM. Есть набор технологий, которые накопились у вас в течение многих лет. Промышленные технологии, вот они здесь приведены. Это и унаследованные предложения, прикладные различные системы, и CRM написано. And these are the elements of RPM. There's business process management, which we have with Savior. Complex event processing, which is provided by Apama. Business transaction management, provided by Actional. And business analytics, provided by some software from Tableau, which we've OEM'd and made part of the RPM suite. And our control tower is this integrated environment for being able to control and visualize all the information which is produced by those systems underneath, for all sorts of different types of user. So you may have a business end user, they don't care about the technology that they're using, wanting to look at some P&L information. You might have a business analyst wanting to develop and deploy a process. And you might have a technical architect wanting to identify bottlenecks within an architecture as systems execute within it. Вот здесь вы видите на этом слайде основные компоненты, которые являют собой систему быстрореагирующего управления процессами RPM следующего поколения, систему управления бизнес-процессами компании Progress Software. Это BPM, управление бизнес-процессами в классическом варианте. Это решение компании Savion. Далее идет возможность реагировать на потоки событий, выделяя соответствующие некие образцы, которые инициируют эти внешние наборы событий, инициируют какие-то бизнес-процессы. Это решение компании Apama. Это управление бизнес-транзакциями, контроль за их целостностью. Это тоже внешние события, которые добавляются к управлению бизнес-процессами. Это решение Actional. Это бизнес-аналитика, это решение Tableau, это интегрируемое OEM, встраиваемое решение в компанию Progress RPM. И это средство визуализации для различных потребителей Progress Control Tower, которое находится здесь вверху, и которое в зависимости от категории потребителя, будь это люди, занимающиеся каким-то направлением бизнеса, бизнес-менеджеры, технические специалисты,
руководства, они получают различные срезы информации, и исходя из этого они могут оказывать влияние на видоизменение процесса, которые происходят в компании, и делать это очень быстро. So RPM is the first integrated suite of products that gives you these capabilities. And we think it's genuinely unique in the market in being able to be the most effective suite of products to make businesses more responsive. И по мнению компании Software, RPM – это уникальное предложение совокупности из решений по управлению бизнес-процессами на рынке на сегодняшний день. То есть добавление вот этих компонентов, работа потоковых событий в большом объеме, целостность транзакций, средств визуализации, дополняющие BPM, естественно, с ним интегрированные, они создают то, что называется APM, Responsive Process Management. And to give you one example of an organisation that has successfully deployed this, the UK Financial Services Regulator, the FSA, is monitoring now in real time for fraudulent transactions on the London Stock Exchange using RPM. Один из живых примеров внедрения вот этого передового решения RPM – это Financial Services Authority, это независимая неправительственная организация в Великобритании, которая контролирует события, происходящие на лондонской бирже, в поисках обнаружения подозрительных на мошеннические сделки. Это живой пример внедрения RPM. So, are we alone in the market in suggesting that the need for responsiveness in this way is required? Well, no. Love them or hate them. The software analysts are very influential people, and they know a lot about what goes on in the industry. And Gartner, the leading US software analyst, has been talking about something that they are now calling intelligent BPMS, Intelligent Business Process Management Suites. And that is a new category which they see having these capabilities, which they will be launching in 2012. Одиноким здесь или нет, он не берется сказать, но он отсылает нас к мнению экспертов на рынке компании Gartner. Их можно любить, их можно ненавидеть, но они ощущают, они знают тренды, происходящие на рынке. И Gartner ввел новое определение для вот такого рода систем управления бизнес-процессами, расширенными до следующего поколения. Назвал это Intelligent BPM, интеллектуальный BPM, который, по мнению Gartner, экспертов, авторитетов Gartner, в 2012 году будет все более и более приниматься рынком, потому что он отражает потребности бизнеса, потребности рынка. And when it comes to the way that our products are viewed by also the analyst firms, when it comes to BPM, complex event processing, and business transaction management, you can see here that we're assessed very, very highly. Если мы говорим о позиционировании продуктов компании Software, то говорим ли мы о BPM, говорим ли мы о потоковых событиях, Apama, системе работы потоковых событий, либо Action или системе контроля бизнес-транзакций, сочетание основные элементы этого следующего поколения BPM, то из этих слайдов, из этих рисунков, представленных в исследованиях крупнейших аналитических фирм, вы видите, что позиционирование решений компании Software одно из самых высоких. Okay, so I wanted to say something about how then you actually integrate all this into your environment. How do you connect to all the systems within your current architecture? How do you deal with different data models? And how do you monitor
that infrastructure and ensure that it's running correctly. Следующий вопрос. Как эти компоненты могут интегрироваться в вашу существующую инфраструктуру? Как можно убедиться в том, что они работают абсолютно правильно и в соответствии с вашими ожиданиями? And that is where what we call responsive business integration comes in. Some of you will be familiar with some of these products. I know some of you are Sonic users. So together with Sonic, Actional, which can be used for management and monitoring of many different systems, not just progresses, but many different systems within an architecture, and also Data Extend Semantic Integrator, which can map different data models into one canonical form, allowing, for example, to have you one view of customer information throughout all your systems. This gives you a very flexible, adaptable, and powerful way of integration services within your environment. Когда мы говорим о необходимости интегрировать вот эти решения, эту концепцию и решения непосредственно в вашу инфраструктуру, приходится сказать, что у компании Software есть набор решений, позволяющих интегрировать существующие системы, протоколы, сервисы непосредственно в RPM. Если посмотрите, мы говорим здесь о сервисной шине, как в интеграционной платформе, мы говорим о средствах семантической интеграции, которые позволяют вам преобразовывать между различными системами различные форматы данных. Мы говорим о средствах контроля исполнения транзакций на основе Actional, которые контролируют прохождение всех сервисов и взаимодействия между ними, гарантируя целостность бизнес-транзакций. Это, собственно, та основа, и она называется RBI, Responsive Business Integration компании Software, которая позволяет успешно интегрировать систему управления BPM-RPM непосредственно существующим инфраструктурой. And just to finish then my remarks on all this, one example of an organisation which is using RBI to become more responsive themselves is British Airways. They have within their environment 600 different applications that they need to integrate, that they need working together, and they are using Sonic to do that. И для того, чтобы проиллюстрировать, закончить здесь и проиллюстрировать этот пример, мы хотели бы привести компанию British Airways, которая использует для построения вот такого быстро реагирующего бизнеса средства Sonic для интеграции более чем 600 систем, используемых у нее. И именно Sonic позволяет ей достичь этих целей по способности быть готовым к быстрому реагированию. So on that note, I'm going to stop now. I hope that I've given you some insight into what we're doing as a company with our product strategy, the thinking behind that, and I hope I've convinced you perhaps that responsiveness is something which is vital, I believe, to any business if organisations are responsive to their customers, being able to deal with opportunities and threats more effectively, being able to identify orders which are not being processed satisfactorily, or whatever it may be, it will put them at a real advantage and in fact become something which they have to have in order to compete effectively in the future. И вот заканчивая, господин Нельсон хотел бы сказать, что он рассказал вам о движущих силах на рынке, откуда, собственно, появилось вот требование responsive бизнеса, описание понятия responsive бизнес, быстро реагирующий бизнес. Как компания Software видит решение этой проблемы, какие средства она предлагает, как вы рассказали, это responsive process management и, собственно, использование, как эти средства можно использовать непосредственно в компании с рядом примеров,
который он привел в конце своего, для того, чтобы иметь возможность быстро реагировать как на угрозы, которые возникают для вашего бизнеса, так и на возможности, которые в противном случае упускаются. Thank you very much. Спасибо за ваше внимание. Хотелось бы тогда поблагодарить господина Джайлса Нельсона за